Всем привет! Меня зовут Литвинов Алексей и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня я расскажу вам про 4 мысли про осознанность, которые могут изменить вашу жизнь. Первое. Признак осознанности – это исчезновение понимания времени и понимание прошлого, будущего, просто присутствие здесь сейчас. И это очень растягивает на самом деле жизнь. Можно успеть таким образом в состоянии осознанности, чем если вы очень осознанны, можно успеть за один день сделать столько же и осознать эмоций, чувств столько же, сколько за месяц обычной жизни. И это действительно такая мощная штука, потому что люди, которые, допустим, бегают марафоны, которым очень тяжело, ультрамарафоны, они бегают там по 17 часов, по 18 часов. Если они проходят через борьбу, а они практически все проходят через борьбу, через боль, через какие-то травмы, которые случаются, и все равно надо добежать. Там 100 миль нужно добежать, то есть там около 200 километров, или 200 миль, то есть 380-400 километров. Эти люди проходят через это все за 35, за 60, за 40 часов беспрерывного бега. Они говорят, что они проживают целую жизнь. Они проживают несколько месяцев, несколько лет, потому что плотность их в какой-то момент осознанности, их мыслей, она становится настолько высокой, что и мыслей плотность, и с другой стороны отсутствие мыслей, оно становится настолько плотным, что человек просто за этот короткий промежуток времени проживает невероятное количество эмоций, невероятное количество жизни на самом деле. И это первая мысль. Вторая мысль. Когда правда была произнесена, даже если она была обесценена, она все равно попадает куда-то на подсознательный уровень и будет менять вашу жизнь. Знаете, что такое правда, тоже сложный вопрос, но скорее это то, что вы чувствуете про себя, это то, что вам откликается, то, что действительно является какой-то истиной, то, что является истиной для вас изнутри. И если она была произнесена, если она была где-то услышана, увидена, и она попадает внутрь, и вы даже сказали, это бред какой-то, там, не знаю, мне сказали, что я там какой-то, не знаю, как-то много слишком говорю другим, что делать. И я такой, да нет, это бред какой-то. Но если это так, если действительно внутри я чувствую, что это так, то это что-то попадает мне на подсознательный уровень, и я буду это там помнить. И через какое-то время я начну задумываться, может быть, а действительно ли это так? И знаете, это одна из причин, почему работает психотерапия. Потому что правда произносится. Правда произносится из чувств, из искренних чувств, из чувств заботы, эмпатии о другом человеке. Она произносится, и тогда у другой, может быть, пропустит ее, может не заметит, может он ее отфутболит, но в каком-то смысле, на каком-то уровне она попадает внутрь и начинает менять человека потихоньку. И это очень важно. Действительно, если правда была произнесена, она в любом случае попадет внутрь. Третья мысль. Когда я в состоянии осознанности, меня может в каком-то смысле пугать мое расписание или пугать большие цели, но я все равно понимаю, что в моменте мне будет легко. В моменте я все равно буду здесь сейчас. И этот момент, он пройдет, и следующий момент, и следующий момент, и следующий момент. И мне каждый момент может быть и немножко тяжело, но это пройдет. Если фокусироваться на этом, на том, что происходит здесь сейчас, то это быстро пройдет. Но это будет очень плотно, как я говорил в начале. И поэтому, смотря на большое расписание, на кучу там, не знаю, каких-то созвонов или работы впереди, или какие-то огромные цели, или когда я, допустим, бегу там 10-15 километров бегу, и я понимаю, что мне тяжело, то моя задача продержаться еще секунду, еще секунду, еще секунду, еще секунду. И тогда все становится просто. Я просто погружаюсь в большее состояние осознанности здесь сейчас. И тогда я замечаю, да, мне тяжело, да, мне может быть больно, мне может быть безумно больно. Но если я в настоящем, то я понимаю, что эта боль – это просто боль. И я не обязан ее чувствовать так сильно, я не обязан, задерживаться на ней. Я могу просто подождать, и она пройдет. Через секунду она пройдет, через 2, через день. Это все равно пройдет. И поэтому, если быть здесь сейчас, то это все проходит. Мысль такая. Четвертое. Я об этом говорил уже в своих шортсах как-то, но шорты мне не очень формат этот на данный момент понравился, поэтому я это здесь тоже добавлю. Эта четвертая мысль состоит в том, что не так важно само действие, как его актуальность в какой-то момент. То есть, когда
я иду, не знаю, в спа, если меня заставить пойти в какой-нибудь там на массаж какой-то, то это может быть даже некомфортно, это может быть неприятно. Знаете, если вы что-то планировали долго и думали там вот в течение недели, вот, я хочу в конце недели пойти куда-то, что-то там делать, и потом это наступает, и вы не хотите, вам не хочется идти, но может вы себя заставляете, приходите и такое, да, я хотел погулять вот здесь, вот возле этой реки или возле этих деревьев, а мне не кайфово, мне не нравится. Почему? Да потому что не так важно само действие, как актуальность, как тот момент, в который я хочу это сделать. То есть если я здесь сейчас, я понимаю, что вот только это и только это. Только это и только здесь сейчас я должен сделать, то тогда все меняется. Если я это делаю, то происходит магия. Происходит действительно раскрытие вот этой жизни в моменте. Поэтому не так важно, что я там в принципе пойду в какой-то, не знаю, купаться, как я пойду купаться именно тогда, когда мне этого хочется. Но для этого нужно очень тонко отслеживать то, что происходит внутри. То есть очень тонко отслеживать все эти процессы, интерес, чувства, которые зарождаются, пропадают. То есть действительно жить осознанную жизнь. И тогда наибольший кайф от жизни раскрывается. Даже в каких-то тяжелых переживаниях, даже в беге, когда там болит как-то, не знаю, икроножные болят, мышцы после вчерашнего бега 10 километров, а сегодня я решил пробежать 15, при том, что еще пару километров пробежать в 5-й пульсовой зоне, то есть максимальный, где там 180 плюс пульс. И мне может быть тяжело, но если я чувствую, что именно это здесь сейчас нужно, то от этого классно, от этого кайфово. И это действительно тот момент, когда жизнь становится очень глубокой, осознанной и раскрывается так, как она должна быть на самом деле, без убегания. И это были 4 мысли. Спасибо большое, что вы досмотрели. Я надеюсь, какая-то из них в вас попала, и вы что-то для себя запомнили, вынесли. И спасибо большое, что досмотрели. Подписывайтесь на мой YouTube канал, тут еще куча классных видео, где я раскрываю разные темы. Плюс подписывайтесь на мой Telegram канал подкаста или на подкаст, где бы вы не слушали, там Spotify, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast. И там сейчас я записываю живой блог раз в неделю, а до этого выходило 100 выпусков подкаста просто на какие-то определенные темы. Похоже, как я сейчас записываю видео, только раньше это выходило в аудио. И подписывайтесь на мой Instagram, там периодически я выкладываю какие-то фото, видео в своих сторис, может даже посты пишу. Но это происходит не очень регулярно, зато вы там можете увидеть мою жизнь, как она есть. Спасибо большое, что досмотрели, и до новых видео.